Как рисовать летний пейзаж? Наступило лето, все вокруг зеленое, и хочется все эти зеленые краски как-то отобразить на бумаге. Поэтому сегодня рисуем летний пейзаж. Нам понадобятся только зеленые оттенки и тушь. Работаем на малом формате рисовой бумаги, каллиграфическими кистями, минеральными красками. Три оттенка зеленого: салатовый, темно-зеленый и изумрудный оттенок нам с вами потребуется. Сейчас работаю мягкой средней кистью. Влаги на кисти достаточно много для того, чтобы краска свободно растекалась по бумаге. У меня рисовая бумага сильной текучести. И я беру очень яркие оттенки, потому что моя бумага очень сильно ест краску. И как видите, мазок, который я в данный момент использую, это просто прикосновение кисти, просто ее отпечаток, так сказать, точка. И я использую разные оттенки зеленого, просто оставляя цветовые пятна и группирую их рядом с друг другом, таким образом создавая крону будущих деревьев. Сейчас я работаю оттенком изумрудного, смешанный с темно-зеленым и салатовым, и просто оставляю отпечатки кончика кисти для того, чтобы отобразить дерево, которое будет отличаться от других. Затем берем жесткую малую кисть, на нее берем ярко-черной туши, и тонкими линиями мы рисуем контур для крыши беседки. Это наш центральный элемент, от которого мы сейчас будем с вами отталкиваться и строить всю остальную композицию. Я пользуюсь референсом, референс опубликую в комьюнити канала. Продолжаем работать контуром, и сейчас мы на крыше немного прорисуем детали черепицы, просто оставляя точки и группируя их в черепицу, то есть это так, отображая их на разных уровнях немного. Затем другими оттенками зеленого по прежнему принципу мы заполняем кроны кустов и деревьев, и разведя темно-зеленый с водой и тушью, получив такой вот оттенок, мы делаем задний план горизонтальными мазками и точно так же оставляя отпечатки кисти. Заполняем оставшиеся участки, и теперь мы, смешав темно-зеленый с тушью, прорисуем водную гладь. В основном это горизонтальные мазки, и немного проработаем некоторые участки сухой кистью, также оставляя белые пробелы. Теперь мы возьмем светлый оттенок туши на мягкую кисть и немного покроем этим цветом некоторые участки крыши и на остальных участках беседки. Теперь возьмем ярко-салатовый цвет и горизонтальными мазками, просто отпечатками кисти, заполним некоторую часть почвы. Возьмем немного темно-коричневого и проработаем задний план с левой стороны. Теперь переходим к деталям. Возьмем жесткую малую кисть и намешаем светлый, такой средний серый оттенок туши, и такими мазками в виде точки мы будем в некоторых местах обозначать листву, не везде. То есть мы с вами работали вначале цветовыми пятнами, сейчас мы переходим к деталям, и пока что работаем с тушью. Делаем это в некоторых местах для того, чтобы уже прорисовать листья на деревьях, только не везде, не детально, не каждый, а обозначить в некоторых местах. Кусты мы, их кроны прорисовываем такими волнистыми линиями, все тем же самым оттенком туши, той же самой кистью, и дерево, которое выделяется изумрудным цветом, мы там поработаем точками, просто оставляя отпечатки кончика кисти, то есть точки. Тоже в некоторых местах таким образом обозначая листву этого дерева. Теперь тонкими быстрыми линиями мы кое-где обозначим некоторую растительность на почве. Пока что работаем той же кистью, тем же самым оттенком туши. Делаем это не везде, в некоторых местах мы пытаемся за минимумом средств, минимумом движением
движений отобразить, так сказать, возможный максимум, но не перебарщиваем. На той композиции, которую я показывала вам в начале, мне кажется, я немного переборщила с деталями, здесь стараюсь их максимально уменьшить. И теперь мы прорабатываем водную гладь более темным оттенком туши, смешанной с темно-зеленым. Теперь, когда у нас предыдущий слой туши подсох, мы берем более темный, такой насыщенный оттенок туши и опять теми же самыми мазками, в основном это точка прикосновения кисти, мы проработаем еще листву. Здесь уже вы смотрите на референс или просто ориентируйтесь на то, где это будет более гармонично смотреться. Опять же, не везде, в некоторых местах. И вот что мы с вами получаем. Опять же, дерево изумрудного оттенка мы прорабатываем точкой, уже такой округлый, потому что его листва у нас отличается от листвы других деревьев. И кроны кустов мы опять же проработаем волнистыми линиями, только уже более темным оттенком туши, но той же самой жесткой кистью. Жесткая кисть на себя много влаги не возьмет, но все равно всегда себя можете проверить о листок бумаги, чтобы у вас линии не потекли, потому что у меня бумага сильной текучести. И теперь по желанию можно немного проработать задний план, либо темным таким средне-серым оттенком туши и смешать его немного с темно-зеленым. И также можно проработать и водную гладь, особенно передний план, взяв темно-зеленый оттенок или немного смешав его с тушью, такую рябь нарисовать на воде. Теперь мы переходим к работе с цветом. Мы берем ярко-салатовый цвет и той же малой кистью мы делаем все то же самое, что делали прежде тушью. Мы опять прорисовываем листву в некоторых местах, но уже цветом, делая картину более яркой, сочной. Опять же, я говорю, что я беру более яркий, потому что моя бумага более яркий цвет, потому что моя бумага половину его буквально в смысле слова съест, и он погаснет. Теперь, сделав это салатовым на некоторых участках, которые вы видели, мы переходим на средний такой зеленый цвет, смешав темно-зеленый с салатовым, получаем такой средний оттенок зеленого и прорабатываем уже другие участки. Кроны кустов и дерево, которое отличается изумрудным оттенком, мы прорабатываем мазками, соответственно, так как мы работали прежде. Теперь возьмем более темный оттенок туши, чем средний-серый, и покроем им крышу беседки. Можно даже добавить немного темно-зеленого, разведя его водой, чтобы не были оттенки слишком яркие. Здесь у нас яркая это листва, максимально зеленый. И опять же можно проработать некоторые места на заднем плане и на переднем плане. Здесь опять же говорю максимальное количество деталей, то есть сколько вы их хотите, это уже зависит от вас, насколько вы хотите детализировать свой рисунок. И теперь мы берем уже такой насыщенный темно-зеленый цвет и прорабатываем самое переднее дерево около беседки и прорабатываем также листвой и нижний куст на переднем плане. И теперь последнее, что нам осталось, это взять насыщенный темный черный оттенок туши и жесткой малой кистью нарисовать стволы и ветки деревьев. Мы работаем мазком. Линия, тонкая линия от точки до точки. В некоторых местах, где ствол и ветки утолщаются, мы более прижимаем кисть, где они утоньшаются, мы менее оказываем давление на кисть для более тонкой линии. Как вы видите, в основном ветки представляют из себя такую форму рогатки. В некоторых местах советую их пересекать для того, чтобы композиция была более живой и все казалось более объемным. Но опять же, не перебарщите, просто обозначьте ветки в некоторых местах, что это дерево, и они там, собственно говоря, имеются. Также можно тем же самым темным оттенком тушь черный, когда крыша подсохнет, немного обвести ее контур. И на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и оставляйте комментарии, что еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.